Привет, друзья! Сегодня у нас с вами достаточно простое блюдо, курочка, запеченная в духовке. И казалось бы, что можно с ней придумать, но сегодня я вам покажу, как приготовить ее сочно, вкусно, с приятной вкусной корочкой, точнее шкуркой. Первым делом я подготовлю рассол. Есть два способа замариновать курицу. Это по-сухому натереть ее солью, специями, перцем, сахаром и оставить просаливаться, но это нужно очень много времени. Некоторые предлагают закладывать в рассол. Опять же, так быстро это не получится. Мы сегодня курочку быстренько нашприцуем, поэтому я сейчас сварю рассол. И для этого в воду я добавляю соль и сахарный песок. Поставлю это все на плиту и доведу до кипения. И пускай остывает. А пока он остывает, мы с вами займемся подготовкой курицы. Курочка у меня хорошенькая. Удалю у нее лишнюю кожу с шеи. И вот здесь вот тоже. Немножко лишнего жира. И отрезаем жопку. И как я и говорил, для того, чтобы быстро просолить нашу курицу, я буду использовать шприцевание. Какого-то кулинарного шприца у меня нет, поэтому беру самый обычный. И нашим остывшим рассолом нашпиговываю курицу в самых толстых ее частях. Ножки, грудка, по спинке немножко в крылышке. И аккуратненько нашприцовываем. Отлично. В нашу курицу вошло порядка 250 мл рассола. Она заметно стала тяжелее, намного более визуально аппетитная и красивая. Это значит, что внутри она полностью у нас будет просоленная, быстро, не нужно тратить на это никакого времени дополнительного. Сверху шкурку тоже можно немножко посолить, после чего отправить запекаться. Это будет первый этап запекания. Немножко присолю ее сверху, чтобы верхняя шкурка тоже просолилась. И для того, чтобы тонкие части во время запекания у нас не горели, такие как ножки и крылышки, пропекались равномерно со всем остальным мясом, курицу лучше перевязать или сколоть их зубочистками для того, чтобы они ближе были к тушке. Возьму обычную бечевку, просто свяжу нашу курицу. Духовка у меня предварительно разогрета до 180 градусов. Отправляю нашу курицу туда примерно на 1 час. Пускай медленно запекается, пропекается и внутри полностью прогреется. А мы пока займемся вторым этапом – приготовлением вкусной глазури. Сегодня для нашей курицы хочу приготовить кисло-сладкий соус. Он идеально подходит для финальной глазировки, да и просто помакать в него мясо курицы очень даже приятно. Для этого в сотейник отправляю абрикосовый конфитюр, соевый соус, немного уксуса, чайную ложку томатной пасты, половину сока одного лимона, немного острого перца. И немного соли, так как соевого соуса будет недостаточно. Кому нравится, можно добавить еще мелко рубленого чеснока, но мне кажется, здесь он лишний. Включаю нагрев на слабом огне, начинаю разогревать, чтобы все объединилось и стало более жидким. А для того, чтобы соус лучше загустевал, был глянцевым, вязким и удобным в работе, мы добавим в него крахмал, но крахмал нужно предварительно развести в воде. Доводим соус до кипения и увариваем буквально 1 минутку. Когда начнутся такие плотные пузырьки, наш соус готов. И пускай остывает. Как только соус остынет до комнатной температуры, он станет еще намного гуще. Полноценный, хороший, кисло-сладкий соус. Сладкий, кисленький, с легкой остротцой. Обалденный. Нам нужно дождаться курицу. Ну что, друзья, курица у меня запекалась 1:20 до такого светло-румяного оттенка. Она полностью готова внутри, и самое время задать ей красивую корочку благодаря нашему соусу. И еще немножко подзапечь. Духовку я уже разогреваю до 190 градусов. Включила режим конвекцию, обдув горячим воздухом. Если его нет, то оставляйте нагрев вверх-вниз, но сделайте градусов 200. А мы обмазываем нашу курицу соусом. Смотрите, какой он шелковистый, красивый получился. Теперь обильно со всех сторон смазываем курицу. И отправляю ее в духовку еще минут на 10-15 до красивой румяной корочки. Вот что я называю идеальной запеченной курочкой. Полностью готовая, красивая корочка, вкусная глазурь и еще достаточно большое количество соуса для тех, кто захочет дополнительно помакать.
Друзья, я надеюсь, что это видео было вам полезным. Не забывайте ставить лайк, оставлять комментарий и делиться этим рецептом с вашими друзьями в социальных сетях или мессенджерах. Но я думаю, сейчас самое главное – это все разрезать и попробовать. Срежем нитку. Самое главное – это проверить грудку. А ножка сама отходит. Запах просто восхитительный.